Всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня я буду шить панамку. Это панамка 2 в 1. Ее можно носить как косынку на резинке, а также как панамку-редиску. Косынку я буду шить из хлопковой ткани. Также мне понадобится резинка, у меня толщиной 2 сантиметра. Для того, чтобы сшить косынку, сначала необходимо померить голову ребенка, окружность головы. Я уже померила голову ребенка и теперь буду рисовать на ткани прямоугольник. Окружность головы моего ребенка составляет 49 сантиметров. 49 я отнимаю 7 сантиметров, это будет у меня резинка, и добавляю 2 сантиметра на припуск. Итого у меня получается 44 сантиметра. И в ширину 22 сантиметра плюс 1 сантиметр я добавляю на подгибку впереди. Теперь на ткани я буду рисовать прямоугольник размером 44 на 23. И от прямоугольника я нарисую треугольник. Нахожу серединку на прямоугольнике, отступаю еще 21 сантиметр и соединяю эти точки. И вырезаю эту выкройку. Теперь вырезаю прямоугольник размером 15 на 9 и отрезаю резинку 7 сантиметров резинки. Итак, я подготовила уже 3 детали. Это резинка размером 7 сантиметров, прямоугольник 15 на 9 и выкройка самой косынки. Теперь я обработаю края косынки на оверлоке. Если у вас нет оверлока, просто подверните 2 раза вовнутрь и прошейте на машине. Впереди я также обработаю на оверлоке, подверну на 1 сантиметр и прошью на машине. Теперь сшиваю маленький прямоугольник, складываю его лицевой стороной вовнутрь и прошиваю по краю. Я уже сшила прямоугольник, теперь разложу в разные стороны, чтобы шов шел посередине, отутюжу его и буду продевать вовнутрь резинку. Беру булавку, одеваю резинку и продеваю резинку вовнутрь. И пришиваю резинку на машине с одного и с другого края. Вот так я уже пришила резинку, и теперь буду пришивать резинку к самой косынке. Теперь я беру косынку, ложу ее лицевой стороной наверх, беру резинку, ложу ее на косынку, и теперь мне необходимо резинку пришить на вот этот прямоугольник. И теперь заворачиваю резинку вовнутрь косынки. Сначала закрываю одной стороной прямоугольника, затем другой, и делаю еще одну складочку. И сшиваю на машине. То же самое я делаю и с другой стороны. Таким образом я пришью резинку к косынке, и швы у меня все останутся внутри. Вот и все, косынка на резинке у меня уже готова. Но чтобы носить ее как панамку-редиску, необходимо одеть косынку на голову ребенка и завязать красивый узелок. И таким способом косынку можно носить как девочке, так и мальчику. На этом все. Я надеюсь, что это видео было вам интересным. Если у вас еще остались вопросы, пишите в комментариях.
ставьте палец вверх, я буду вам очень благодарна. Подписывайтесь на канал, а я с вами прощаюсь. Всем пока!